Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узорчиков уже очень много. И чтобы вы не запутались, узорчики собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Смотрите. Надеюсь, видео вам понравится. Вы поставите лайк, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появится новое видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши хорошие теплые слова. Я к вам сегодня с новыми ниточками. Да? Ниточки как бы старенькие, мы с ними уже работали. Просто расцветочка новая, у меня такой еще не было. И, естественно, с новым узорчиком. Схему к узорчику я прилагаю здесь. Кому необходимо будет, я ее продублирую в Инстаграме. Ну, схемка несложная, хорошо читабельная. Так что пользуйтесь на здоровье, вяжите с удовольствием. Итак, ниточки, кто еще не знает, ниточки Alize Angora Gold называются. Смотрите, в 100 граммах здесь находится 550 метров. Состав 80% акрил, 20% шерсть, и крючок нам советуют производить, берите от двоечки до четверочки. Я эту пряжу вязала троечкой, так? Вы пробуйте для себя, вот у меня будет троечка, вы пробуйте, берите 2, 2,5, 3, 3,5, 4, как вам будет удобно, в зависимости от узорчика, в зависимости от того, как вам будет удобно вязать. Итак, и самое главное, цвет, да, не забыть вам сказать цвет, смотрите, 758. Вот такой темно-темный цвет, зеленый, очень интересный, очень колоритный. И, в принципе, передает на камеру такой же цвет, какой на самом деле есть. Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, да, ну, буквально в районе 30 петелек. У нас сегодня ниточка получается потоньше, так, крючок потоньше, поэтому мы с вами сделаем немножечко побольше, наберем петелек. Посмотрите по схемке, да, раппорт узорчика получается 20 петелек. Мы, получается, сделаем 2 раппорта. И еще я хочу дополнительно набрать по бокам, так скажем, ну, назовем их кромочными, да, столбиками, по 3 столбика. Ну, в общем, итого набираем 49 воздушных петелек для узорчика. Вы можете набирать сколько вам угодно, то есть можете побольше, поменьше, как вам будет удобнее. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. Раз, закрепили, получается, зафиксировали. И эту петельку мы при наборе петелек не считаем. А вот теперь набираем воздушные петельки в количестве 49. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49. Вот наш будущий образец. Далее что мы делаем? Дело в том, что по схемке, да, вы можете посмотреть, очень много воздушных петелек. Новички, чтобы вы не запутались, я настоятельно рекомендую вам провязать первый вспомогательный ряд, состоящий из столбиков. А вот каких столбиков, как вам удобнее? Либо можете столбики с накидом, столбики без накида, полустолбики с накидом и так далее. Я буду вязать столбики с накидом, потому что мне будет так удобнее вам показывать количество петелек. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываю от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Ныряю в пятую петельку. Вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Вот он, столбик с накидом. 3 вот эти петельки подъема, это тоже столбик с накидом, имитация столбика. Поэтому у нас сейчас с вами 2 столбика. Так? Дальше накид. В следующую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и точно так же провязываем по 2 петельки, 2, 2, столбик с накидом. И в следующую, то есть мы не пропускаем, прям по порядку провязываем столбиками с накидом. Ну вот в моем случае, да, я провязываю столбики с накидом. Вот. И так провязываем до конца ряда. Если я набирала 49 воздушных петелек, у меня должно получиться 49 столбиков с накидом. Понятно? То есть не больше, не меньше. Аккуратно вяжите. Первый ряд всегда набирается чуть меньше, чем последующие ряды. Но ничего страшного. Как раз новички, да, отработайте навыки, как провязать столбики с накидом. Итак, давайте вот так вот до конца ряда, аккуратненько, тихонечко. Угу. А в конце ряда я вас встречаю и приступим непосредственно к самому узорчику. Давайте. Итак, смотрите, вот получилась аккуратная вот такая вот дорожка.
Мы готовы к нашему узорчику. Итак, приступаем. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите, я буду провязывать в начале ряда и в конце ряда, так скажем, 3 столбика, которые у меня будут на протяжении всего моего узорчика. Ну, назовем их кромочными столбиками, да? Итак, во второй столбик, видите? Верхушку провязываю точно так же. Столбик с накидом. И в третий столбик провязываю столбик с накидом. То есть первые вот эти 3 петельки, да, это мы считаем как один столбик с накидом. То есть имитация столбика. Получается 1, 2, 3. Далее что мы делаем? Смотрите. Мы, получается, пропускаем одну петельку и, ну, один, получается, столбик. И в следующий столбик ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же опять возвращаемся и провязываем еще таких же 2 столбика с накидом. 1, 2. То есть у нас формируется, ну, так назовем его, веерочек. Правильно? Идем дальше. Делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А вот здесь, вот в нижестоящем ряду, вот в этих непосредственно столбиках, будем пропускать 7 столбиков. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот 8 столбик ныряем с накидом, делаем столбик с накидом. Оп. 1. Сюда же опять ныряем, делаем 2 столбик с накидом. И сюда же ныряем, делаем 3 столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В столбиках, да, в нижестоящем ряду пропускаем точно так же 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик ныряем и делаем точно такие же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Далее опять получается делаем 4 воздушные петельки. Вот так же, как и здесь мы делали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А в столбиках в нижестоящем ряду пропускаем опять 7 столбиков. Итак, внимательно считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 мы ныряем с накидом. Оп, и делаем столбик с накидом. 1. Сюда же столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. И опять сюда же столбик с накидом 1. И столбик с накидом 2. И у нас получается опять веерочек. Вот, видите? От веерочка мы начали. Вот. Далее воздушные петельки. Вот такие вот по 3, получается, начало листочков наших лепесточков. И опять веерочек. То есть дальше будет повторение. Поняли, да? То есть вот веерочек мы сделали. А получается, вот эту вторую половинку вы должны будете провязать самостоятельно и в конце ряда я встречу. Договорились? То есть вы делаете 4 воздушные петельки и 3 столбика, получается, в один столбик. Опять 3 воздушные петельки, 3 петельки, 3 столбика пропускаете. И опять 3 столбика с накидом, 4 воздушные петельки пропускаете и веерочек. Все, давайте вот эту вот часть, вот эту вот самостоятельно провяжите. У вас получится. Итак, смотрите, вот провязали, да, от веерочка. Вот воздушные петельки, 3 столбика, воздушные петельки, 3 столбика, воздушные петельки, веерочек. Так, и теперь смотрите, после веерочка, получается, мы пропускаем здесь вот один буквально столбик, и вот эти вот 3 столбика оставшиеся, 1, 2, 3, да, петельки подъема, мы провязываем, опять же, кромочными, назовем их, да, столбиками. 1 столбик, это по узорчику 1 столбик, а 2 вот этих вот, это моя инициатива. То есть можете повторять, можете не повторять, как вам будет удобно. Вот. И в 3 петельку подъема провязываем еще один столбик с накидом. Вот такая вот красота. Что делаем дальше? 3 петельки подъема опять. 1, 2, 3, поворот. И договорились, да? Первые 3 столбика и последние будем провязывать на протяжении всего узорчика столбиками с накидом. Так, 2 столбик и 3 столбик. Есть. Наши крайние такие столбики готовы. Далее. Над веерочками, вот над этими веерочками крайними, да, всегда будут веерочки. То есть мы опять сюда ныряем и опять провязываем такой же веерочек. В арочку нырнули, провязали 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки. И опять сюда же ныряем и провязываем опять 2 столбика с накидом. 1,
2. Угу. Вот, веерочек, веерочек. Далее, смотрите, здесь мы с вами делали 4 воздушные петельки. Сейчас делаем 2. Раз, два. И перепрыгиваем вот на эти 3 столбика. Первый столбик провязываем столбиком с накидом раз. И сюда же еще один столбик, столбик с накидом 2. Далее, в средний столбик, вот он, средний столбик, мы провязываем одним столбиком с накидом. И последний, третий столбик, точно так же провязываем, как и первый. 2 столбика. Раз. И еще один столбик сюда же. 2. То есть по итогу у нас было 3 столбика, стало 5. Поняли, да? Раз, два, три, четыре, 5. Идем дальше. Делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот ныряем непосредственно в центр, да, вот этой арочки из 3 воздушных петелек. Либо вы ныряете в арочку, провязываете столбик с накидом, так? Либо, как хочу я сделать, я хочу непосредственно в саму петельку нырнуть. Вот у нас здесь раз, два, три. Я во вторую петельку ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю столбик. Чуть-чуть, но получается немножечко узорчик как бы аккуратнее. Идем дальше. 2 воздушные петельки и повторяем. Опять первый столбик мы провязываем за верхушку 2 столбика. Раз столбик и сюда же 2 столбик с накидом. Второй столбик средний провязываем как 1 столбик. И последний, третий столбик провязываем точно так же 2 столбика. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. То есть наши листики, вот эти вот, да, по бокам, вот эти листики начинают как бы, ну, расширяются, да. Идем дальше. После 5 столбиков идут 2 воздушные петельки. Раз, два. И мы переключаемся опять на веерочек. Все веерочки на протяжении всего узорчика будут здесь одинаковые. Итак, в арочку нырнули. Раз, два. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Раз, два. И опять 2 таких же столбика с накидом. Раз, два. Понятно, да? То есть вот как мы с вами начали от веерочка. И получается будем повторять сейчас все то же самое во второй половине нашего узорчика, да? Все, что мы провязали. Договорились? Здесь вы сможете самостоятельно повторить все, что мы провязали в первой части. Давайте. Итак, смотрите. Вот, получается, повторили, да? От веерочка полностью то же самое, что мы проделали в первой части. То есть вот расширяются наши листочки, веерочек и 3 последних наших столбика, как мы договаривались. Заканчиваем 3 столбиками. 3 петельки подъема, поворот и опять те же самые столбики провязываем во второй столбик. Провязываем второй столбик и в третий столбик провязываем третий столбик. Как мы и договаривались, там, где веерочки, всегда у нас будут веерочки на протяжении всего узорчика. Значит, в арочку раз столбик с накидом, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки. И опять в арочку раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Есть. Дальше будем переходить к нашим листочкам. 2 воздушные петельки, раз, два. И смотрите, вот получается наши 5 столбиков. Теперь мы должны будем из них сделать 3 столбика. То есть первый и второй столбики провязываем вместе. Смотрите как. Ввели крючок, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Ввели крючок, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А теперь, получается, когда на крючке 3 петельки, провязываем вместе. Раз и провязали. Далее, следующий, получается, центральный столбик провязываем как 1 столбик с накидом. И оставшиеся 2 столбика провязываем точно так же, как и первые 2. То есть напополам, да? Половинку провязали, стоп, накид, второй столбик. Опять половинку, так скажем, провязали, только 2 петельки, стоп. И когда 3 петельки на крючке, провязали вместе. Оп, видите? То есть листик наш начинает сужаться. Угу. Дальше. Теперь здесь будет у вас 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот наш центральный столбик, который мы провязывали один, беремся за верхушку его и ныряем и провязываем здесь 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом. И сюда же будет 3 столбик с накидом. 3. Есть. Видите? Вот так вот получается. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И второй наш листочек. Мы его провязываем точно так же, как и первый. То есть первые 2 столбика провязываем вместе. Раз, два, 3 петельки на крючке провязали вместе. Средний центральный столбик провязываем как 1 столбик с накидом. И оставшиеся 2 столбика тоже провязываем вместе. Итак,
накид, ввели крючок в верхушку столбика, вытянули ниточку, 2 петельки вместе, стоп, накид, в следующий последний столбик ввели крючок, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, и все вместе провязали. А здесь получается, после того, как листики закончились до нашего веерочка, всего лишь только опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Вот, и веерочек наш опять провязываем. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 2 воздушные петельки, и сюда же ныряем и опять провязываем. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Все. Вторую половину вы провязываете самостоятельно, точно так же, как мы только что провязали с вами первую половину. Поняли, да? То есть наши листочки вот эти начинают немножечко как бы, они расширились, теперь наоборот убавляются. Вот, давайте. Веерочки так и остаются на месте. Здесь вы листочки убавите, и в центре вы сделаете 3 столбика. Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши листочки, да, центральный, получается, сделали 3 столбика. Вот наши веерочки. И я уже, получается, провязала, закончила ряд 3 столбиками с накида и начала новый ряд точно так же 3 столбиками с накида. То есть вы это уже умеете делать, я это вам уже не показывала. Идем дальше. Вот мы провязали наши 3 столбика и опять наш веерочек. Веерочек остается неизменным, то есть опять 2 столбика в арочку провязываем с накидом. 2 воздушные петельки и сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз и 2. Все, веерочек готов. А вот теперь смотрите, будьте внимательны, мы здесь будем делать всего лишь только одну воздушную петельку. Раз. И вот наши 3 верхушки, да, раз, два, 3, мы их будем провязывать вместе. Итак, накид, ввели крючок в первую верхушку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Ввели крючок во вторую верхушку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Ввели крючок в третью верхушку, провязали 2 петельки, и получается у нас остается на крючке 3 петельки, так, и четвертая, это которая была изначально на крючке, провязываем их все вместе, раз, и провязали. Далее 3 воздушные петельки, раз, два, 3. И теперь вот у нас 3 столбика с накидом были, наша задача провязать первый столбик с накидом, как столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И второй столбик мы пропускаем. И в третий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. То есть вот такая вот получается у нас как бы рогатка. Рогатище огромное, да? Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Опять 3 верхушки, да, наших столбиков. Мы их провязываем вместе. Столбиками с накидом. Раз, два, 3. И как только у нас 4 петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Оп, и провязали. Далее внимательно. Одна всего лишь воздушная петелька. И мы переключаемся на наш веерочек. Опять 2 столбика с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз, два. Все, ничего сложного. Теперь вы самостоятельно провязываете вторую половину точно так же, как мы с вами вместе провязали первую. Договорились? Все, давайте. Вот так вот. Веерочек мы сделали. Листочек закрываете. Здесь большая рогатка. Листочек закрываете. Веерочек. Заканчиваем ряд. Будет здорово. Давайте. Так, смотрите. Вот. Закрыли наши листочки. Да, сделали рогаточку. Опять закрыли листочек. Вот наш веерочек. И получается 3 столбика, которыми мы заканчиваем ряд. И я уже непосредственно перевернула, да, и начала заново новый ряд, точно так же 3 столбиками с накидом. И давайте продолжим. Теперь получается мы с вами делаем наши веерочки. Они у нас опять повторяются. Итак, после столбиков ныряем в арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, 2 воздушные петельки. И еще раз сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. А теперь после веерочка, смотрите, мы будем делать 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И вот получается у нас листочек, где заканчивался вот этот, да, мы его полностью пропускаем, то есть воздушную петельку, листочек, 3 получается воздушные петельки, и сразу же перескакиваем вот к этому столбику. Понятно, да? То есть листочек пропускаем, перепрыгиваем к столбику, вот таким образом, и за вершину этого столбика провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 столбик с накидом, и сюда же 3 столбик с накидом.
Понятно, да? Вот такая картина. То есть листочек остался один. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И перепрыгиваем к следующему нашему столбику. Да? И точно так же провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Угу. Вот. Далее что делаем? Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И перепрыгиваем точно так же весь листочек, все петельки сразу же к веерочку. И провязываем веерочек. Раз столбик с накидом в арочку. 2 столбик с накидом сюда же. 2 воздушные петельки. И опять сюда же провязываем 2 столбика с накидом. Раз и 2. Вторую половину я знаю, что вы провяжете самостоятельно, у вас получится. И смотрите, вот то, что мы сейчас провязали, да, вот эту вот картину, веерочек, 4 воздушные петельки, 3 столбика, да, 3 столбика и опять веерочек. Смотрите, мы первоначальный ряд также и провязывали. Веерочек, 4 воздушные петельки, вот наши 3 столбика, начинались листики, поняли, да? То есть вот у вас начинаются листики. Дальше у вас просто будет повторение. То есть мы с вами, получается, вертикальный раппорт узорчика сделали. Дальше только повторение. Смотрите, какой несложный узорчик, да, интересный. И я уверена, что вы дальше справитесь самостоятельно. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что по итогу получается. Договорились? Давайте. Встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, что в итоге получилось. Я, получается, провязала еще 2 вертикальных раппорта узорчика, да. Этот мы провязали вместе. И еще раз, 2. Можно вязать до бесконечности. Вяжется легко, непринужденно. Все повторяется, да. То есть вот эти вот непосредственно веерочки одинаковые. Здесь листики небольшие, не длинные, не сложные. Гляньте, какая красота. В первую очередь сразу же в голову приходит это палантин. Так? Опять же, это может быть кардиганчик, это может быть кофточка. У меня в голове вдруг возникла летняя кофточка. На спинке можно сделать вот такой вот рисуночек, да, то есть открытый. Интересно. Я, конечно, жду ваших комментариев, куда можно использовать данный узорчик, да, с какими ниточками. Может быть, кто-то уже вязал, где вы использовали данный узорчик, так что пишите. И давайте замерим. Так, и мы набирали, получается, 49 воздушных петелек. И если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, то получается в длину это 24 сантиметра. Так? А тут получается сколько рядочков? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И наборный получается 13. Да? Смотрите, краешек ровный, то есть когда вы закончите, вы можете просто закончить одними столбиками. Итак, 14 сантиметров. Ну, красота. Смотрите, за счет того, что получается много воздушных петелек, естественно, узорчик будет сам по себе тянуться. Видите? Он очень хорошо тянется. Вот. Так что давайте, пишите в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. Я буду обязательно ждать. И надеюсь, видео вам понравилось. Да? Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда это новое интересное появится на канале. А также под видео находится стрелочка «Поделиться», да, внизу. Нажимайте, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек и до новых видео. Пока-пока.